Привет, дорогие друзья! Это мотивационное видео от Анатолия Шария и Ника Вуйчича. Если весь мир против тебя, не бойся, бросай вызов всему миру. В общем, началась история. Началась история в украинских средствах массовой информации. Нет, они там не о разграблении бюджета, не о каких-то там убийствах, а о Шарие. Понятное дело. Майк Тайсон и Ник Вуйчич благодарят Шария за его работу. Но вот не задача. Блогер купил их видео и забыл указать это. Я надеюсь, забыл указать в своей декларации. Потому что явно через офшор покупал. Дальше. Цензор. Ну тут все понятно. Шари купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его. Разоблачением занялся Стерненко. Убийца Стерненко разоблачает Шария за то, что тот купил ролики. Шари купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его. РБК Украина. Читайтесь, это уровень. Шария уличили в обмане и жестко опозорили. Это все про Ника Вуйчича. Я вам должен сказать, что когда я это все читал, вот основным чувством было не грусть, там, ничего, а недопонимание, что вообще нахрен происходит. Почему все эти люди пишут про то, что Шари купил там за $500 или за $150. Рассказали, что Ник Вуйчич стоит $149. Вот, и поставил их в своем блоге. Ну, и что? И что дальше? Но тут дело обретает серьезный оборот. Вот на самом деле серьезный. I want to apologize to those of you who can probably tell I was misinformed by Anatoly Shari. Anatoly Shari, please take the video down. The cameo was really unfortunate, and I did not know that anything that I would do would be politically used and leveraged. I'm sorry for me being misinformed, and I apologize for anyone who got offended by this misinformation. Thank you. Это тот самый Ник Вуйчич. Если кто не знает, он мотивационный тренер, он ездит, у него нет рук и ног, а он при этом там выступает, постоянно говорит, что типа жизнь не, там сражается, в общем, ну все, такой парень. Да? Я видел мельком Ника Вуйчича, там выступление, все такое, но я у него ничего не покупал и ничего не просил. Для тех, кто не понимает, дословно. Я хотел бы принести свои извинения тем, кто получил от меня ложную информацию из-за Анатолия Шария. Анатолий Шари, пожалуйста, уберите видео, которое вы получили через Cameo. Cameo это сайт. К сожалению, я не знал, что все мои действия будут искажены и использованы в политических целях. Простите меня, это было не намеренно. Я был дезинформирован. Прошу прощения у всех, кто был оскорблен данной дезинформацией. Мне захотелось узнать, в чем заключалась дезинформация и как в политических целях я его использовал. Это вы тоже можете посмотреть. Этот ролик залит на YouTube, он не будет, конечно, удаляться. И тогда Зеленский совершит преступление. Давайте посмотрим. Anatoly Shari, it's Nick Vujicic here, and I've heard about your blog. Love you, Mr. Shari. I love you so much. Sorry if I'm not saying your last name correctly, but Anatoly, I love you so much, and hope you've been encouraged by this man. Спасибо, Ник, будем держаться, как говорится. Смотрите, друзья, я вам уже рассказывал о том, что в бюджет, который еще не подписал Владимир Зеленский, вот это вот и было использование в политических целях. Ну, как вы видите, использовал по полной в политических целях. Я отправился на страницу к барышне, которая является представителем Ника Вуйчича на территории СНГ. Вот эта барышня, зовут ее Яна Кучеренко, и она сообщила: буду благодарна за репост. Как можно использовать такого человека в свою политическую грязную игру, Анатолий Шари? Уже несколько дней по интернету гуляют видео, как якобы Ник поддерживает скандального блогера. Мне позвонили и написали десятки людей, типа, как Ник мог? Ника тоже могут использовать и обманом завладеть видео. Ник через свою платформу высылает людям ободрение и вдохновение, а не поддержку их идей или деятельности. Не перестаю удивляться, как низко люди готовы пасть ради своей славы. Шари, вам придется публично извиниться. Перевод видео. Я хотел бы принести извинения тем, кто получил от меня ложную информацию из-за Шария. Вот эта барышня. Сейчас время подготовки. А что вы делаете в это время? Мы в это время смотрим, кто ты такая. Мы видим вот эту вот фотографию в окружении интересных людей. То есть я сразу понял, в чем фишка как бы этой лично барышни. Вот опять тот же человек рядом с ней. А вот эти же люди, Санда и Маделаджа,
рекламируют Kings Capital. Если кто забыл, Kings Capital это финансовая пирамида, и благодаря ей кто-то полинял в общей сложности на 180 миллионов долларов, если мне не изменяет память, может быть чуть больше. Как мне рассказывали, деньги носились по 2 миллиона в сумках спортивных, даже без охраны, потому что уже не было возможности эти деньги перевозить. Обманывали они верующих. Кто эти люди, во-первых? Вчера задержали руководителей финансовой пирамиды Kings Capital Александра Бандурченко и Александра Сафонова. Барышня поддерживает с ними тесные отношения. Я порою чуть глубже ее отношение к Kings Capital и к разводу данных людей. Ну вот внезапно эта барышня становится представительницей Ника Вуйчича в Украине. Стала официальной представительницей Ника Вуйчича. Я так понимаю, что с ТСН ее связывают достаточно тесные связи, потому что одуплилась уже Соломея Витвицкая. Вы увидите через несколько часов. Об этом будут во всех СМИ рассказывать. Опять-таки про шария. Я должен сказать, что это неплохо. То есть вам не надо на этот счет переживать. Это хорошо. Они рассказывают, люди даже со злобой придут, посмотрят и поймут, что к чему. Это круто. То есть ни одна пиар-служба никогда не сделала бы то, что сделали украинские СМИ с моей репутацией. Теперь Соломея Витвицкая проснулась и сообщила, что Ник Вуйчич был обманут пророссийским блогером Шарием, получив от него неправдивую информацию, поддержал его в своем видеообращении. Представительница Ника в странах СНГ Яна Кучеренко просто обурена брехнею Шария, манипуляцией. Известно, что Ник очень активно поддерживает и болеет за Украину. И именно, наверное, этим это использовал Шарий, лживо сообщив, что он якобы поддерживает и вдохновляет людей. И я допускаю, что это, наверное, имел в виду украинцев он поддерживает во время российской агрессии. Это журналистка ТСН Соломея Витвицкая. Ну и, конечно же, я зашел в личку к этой представительнице Ника Вуйчича и увидел, что она мне сбросила данное видео и вступил с ней в переписку. Я позволю себе озвучить эту переписку. Ребята, это очень интересно. Это мотивационное видео от Анатолия Шария. Она мне сбрасывает это видео, это Яна Кучеренко. Я ей пишу следующее. Смотрите сюда. Спокойно предлагаю вам удалить это и извиниться. В противном случае мои юристы вынуждены будут решать с ним вопрос в юридическом поле. А ввиду того, что я существую в европейском юридическом поле, это будет не украинский суд. Я не оплачивал Вуйчича, я не обманывал Вуйчича, я не просил никакой политической поддержки. Я вообще у него ничего не просил. Я легко могу это доказать. А доказывать то, что его кто-то обманул, будет он, а не вы, его подставившие. Именно вы подставили его, и он подставился. Я не знаю, какую чушь влили ему в уши, но я законопослушный человек, не имеющий проблем ни с законом, ни с моралью. Может это публиковать, впоследствии Вуйчич сможет сказать вам спасибо за юридические проблемы и за размещение им клеветы в мой адрес. Она отвечает: вы использовали в своих грязных целях такого человека. Это очень низко, это так не пройдет. Во-первых, это видео Ника, и он вас попросил убрать видео. Если бы вы его уважали, сделали бы то, что он просит. Во-вторых, ваша репутация говорит за вас. В-третьих, вы разместили видео на сайте партии. Поверьте, юристы Ника такие дела, как семечки, едят, и не надо меня пугать. Ну, окей, как говорится, поехали. Окей, посмотрим на юристов Ника. Про репутацию поподробнее можете? Меня предупредили, что с вами дискутировать, но все же вы использовали имя известного верующего человека для поднятия своей репутации. Вы Бога не боитесь? Или вы вечно собираетесь жить? Я пишу: вы что, с ума сошли? Итак, в каких именно политических целях я использовал его? Но главное, каким образом его обманул и кто? Ник вас попросил, вы проигнорировали. Убрать видео. Где? Выставив это дерьмо публично, это попросил? Где и когда он попросил меня? Она мне показывает, что он типа выставил это видео. Я пишу: юристы Ника, конечно, покажут, кто его как обманул, и кто его попросил. Юристы Ника без проблем все покажут и расскажут. Она пишет: у меня конец общения. Я пишу: ну окей, удачи. Вы соврали, заставили соврать его. Мы не покупали его видео, даже не контактировали с ним. Вы напрасно в это ввязались. За мной правда, за вами ложь. Я не знаю, как вы его получили. Там есть условия его использования. Я пишу: отлично, покажите. Ку-ку, покажите. А вы не видели? Нет, конечно. Я не контактировал с ним. Я ничего у него не просил и не покупал. Вы покажете? Вы купили за $145 это видео. Я наконец-то узнал, сколько оно стоило на самом деле, потому что представительница Ника Вуйчича, скорее всего, врать не будет.
Это чепуха, я ничего не покупал. Вы, вероятно, смотрите видео убийц типа Стерненко и верите всему сказанному. На самом деле, откуда она взяла эту информацию, почему я должен был его покупать? Если я его купил, покажите, как и у кого. Где вы взяли это видео, спрашивает она. Я пишу, я понятия не имею, мне дал его мой пиарщик. Он его взял у пиар-службы Вуйчича. Она, кстати, очень долго думала, я вот сейчас вот ускоряю. Это не так, у Ника нет пиар-службы вообще. Я пишу, отлично, покажите, как было. Ну, интересно же, как было, на самом деле. Да, сейчас на связи с Ником все выясню. Я не покупал это видео, он никогда со мной не общался, ни в каком вообще виде. Ник ушел, видно, со связи, потому что так и ничего она не сказала внятного. Вы отчетливо понимаете, какую машину сейчас запускаете? Или полагаете, что я буду обтекать с этой тупой ложью? Вероятно, стоило сначала выяснить, а потом размещать эту чепуху. Или это заказик на меня. Вы поставили видео Ника на свою политическую платформу, что он якобы поддерживает, и думаете, что Ник это проглотит? Я пишу, он говорит, что поддерживает партию. Я немного знаю английский язык. Вы шутите? Видео Ника вы разместили без спроса на политическую платформу. В моменте мы прерываемся, мои дорогие друзья. Я вам покажу, что написано там, где она говорит. Всемирно известный Ник Вуйчич, австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рожденный без всяких четырех конечностей, призывает людей быть стойкими и передает привет Шарию. Моя миссия, тра-та-та. А мы передаем привет Нику Вуйчичу. Держимся вместе, друзья. Вы здесь увидели что-то политическое? Не увидели. Я тоже не увидел. Но мы продолжаем с представительницей Ника Вуйчича, самого Ника Вуйчича. Видео Ника вы разместили на платформу. Я пишу, смотрите, он четко сказал, что его обманули. Я хочу знать, как. Но я имею право знать, как обманули Ника Вуйчича. Кто и как его обманул, и как гражданин Шари у него что-то купил. Я знать не знаю его, видел мельком выступление. Но с чего бы вдруг с ним общался и уж точно ничего не покупал бы. Это видео никто вам не присылал просто так. Есть платформа, на которой Ник дает людям ободрение. Ну, ободрение, я так понимаю, он им продает, а не дает. Короче, его команда дала это видео. Мы за него не платили, это точно, уж я бы знал. После этого ему кто-то написал чушь обо мне, и он поспешил совершить этот странный поступок. Вы его подставили. Ваши люди дали запрос туда и обошли правила. Мы за него платили, вы за него платили. Пришлите скрины, кто вам прислал это видео. Я пишу, отлично, покажите, где я платил за это видео. И я отвечаю ей, что не худо бы ей еще медицинскую карту я еще свою пришлю. Я на 3 скайпах с его командой. Они ничего не слали вам. С какой радости им просто слать видео. То есть шлют только за деньги. Он вас знать не знает. Странно, говорил, что любит. Хоть на 4. Если это видео мы где-то взяли, покажите оплату. Если нет, значит на видео не он, наверное. Она пишет, он вас не знает. Я пишу, как и я его. Все будет, обещала она, но я, забегая наперед, скажу, что ни хрена не будет. Я пишу, жду. Ну давайте, зачем тогда вам его видео понадобилось? Ну, сложный вопрос. Я пишу, он сам себя снимает. Ну, то есть у него есть команда. Кто-то же явно его высылал, правильно? И Ник явно сам себя не может снимать. Похвалить вас, пишет. Давайте еще раз. Мне оно не понадобилось. Я не общался с ним, я не покупал его. С какой стати? У вас видео на канале. Я пишу, похвала от самого Вуйчича. Это шутка. Она показывает, вот видео. Спрашиваю, и она пишет, это ваш канал. Я пишу, он не передавал привет Анатолию? Он же передавал, явно привет Анатолию передавал. Если он меня не знает, что приветы передает? Я пишу, это мой канал. Ник его туда заливал? Я пишу, нет, я его туда залил. Я не могу понять, она меня ловит. Вы использовали его имя, мировую репутацию. Она одно и то же постоянно вот это начинает повторять. Я пишу, где, когда и как. Я сказал, что он поддерживает партию или хоть что-то политическое. Покажите. Так это видит Ник. И его обман. Зачем мне поднятие имиджа от Ника, которого я знать не знаю? Зачем вам его видео тогда? Ох, сложно. Имидж у меня прекрасен, судя по рейтингам. И также я ей сообщаю, что я ее будущий президент, скорее всего. И где я использовал, короче, в политических целях его видео. Может она мне объяснить или нет? То есть у меня там был один вопрос. Где я его обманул? Как я у него купил видео и где я его использовал? Вот. Она пишет, зачем его видео? Я пишу, бинго, незачем. Мне его видео незачем. Навела про вас справки за 10 минут, чуть не упала от вашего имиджа. Я пишу, при случае обязательно поделитесь сплетнями. Я законопослушный житель Европейского Союза.
Вы повелись на чушь, написанную в сети. Подставили Ника. Вы там ад упоминали или рай. Вы же Библию читаете. Ну, я призываю ее какой-то совести, но я уже понял после King's Capital, что все понятно. Как вы там оказались от хорошей жизни в Украине? Она начинает интересоваться, как я оказался в Европе. И сообщает, что ей позвонили 3 канала и мечтают рассказать обо мне правду. Я ей пишу, что я получил полный статус беженца. Она пишет, это ваше дело. Ну, окей. Вы его использовали нагло, пишет. Я использовал Ника. Нагло использовал Ника. За $145 должен сказать, да? Это мое дело. Не надо тут делиться своими сплетнями тупейшими. Вернемся к Нику, пишу я. Как я его использовал? Я знаю, что вы можете закрыть рот любому. Но не в этом случае. Почему не в этом? Хватит этого бреда. Как я его обманул и использовал? Поверьте, на моей работе с Ником и не такое проходили. Рад за тебя. О твоей работе с Андой Аделаджи ничего не проходили. У вас реально заказ на меня, спрашиваю. Но я же простые вопросы задаю. Угрозы оставьте при себе, это смешно. Ничего у него никто не покупал и не обманывал его. Вы соврали. И он соврал, потому что я его не обманывал, ничего не покупал. Я не использовал его в политпиаре и близко нет. И она пишет, что там... Вы заткнете рот любому. Я пишу, не любому, а только лжецам. Погуглите. Одна в Нидерландах выплачивает 150 тысяч евро. Хотите в клуб войти? Клуб пострадавших от шария. Вы использовали его имя, мировую славу, репутацию, доверие. Разместили видео в публичном поле на политической платформе. Кстати, Тайсону тоже сообщили, что где его видео оказалось. Я пишу, ого, что теперь делать? Ничего, думаю, он будет не в восторге. А где оно должно было оказаться, спрашиваю я про видео с Тайсоном. От чего? Извините, я уже битый час пытаюсь получить ответ. Как я обманул его и как купил видео? Ник Вуйчич, мировой спикер, она одно и то же повторяет. Все скоро вам вышлю. Ни хрена она мне так и не выслала. Именно поэтому мировой лидер торгует ими на сайте видео по мировым ценам в $145. Вы же не покупали? Нет, я не покупал. Я знать его не знаю. У вас проблемы с запоминанием? Ну, я уже просто ей повторял. Не хотел бы ей грубить, конечно. Он помогает больным и разочарованным такими видео. Это не его прибыль, а просто платформа ему предложила. Ну, понятно, так всегда говорят. Я пишу, отлично. Вот, где я его обманул? Где и когда я его обманул? На самом деле, простой вопрос. Я тоже помогаю больным, в том числе на голову. Вот уже час спокойно на «вы» общаюсь с человеком, который утверждает, что я обманул неизвестного мне Ника. У вас есть разрешение данного видео в публичном поле? Я даже не понимаю, что? Видео выкладывается на сайте, ознакомьтесь лучше с его творчеством, чтобы не задавать глупых вопросов. То есть, понимаете, в чем дело? Вполне возможно, что она не знает, что Ник просто торгует видео, хотя она же сама это написала. Поторговал видео, и видео куда ушло, неизвестно куда. Почему? Какое публичное? Что? Там нет никакого договора на публичное размещение. Видео выкладывается на сайте. Я ей сбрасываю как раз таки скрин ее подруги Соломии Витвицкой. О, я, кажется, понимаю, кто обманул Вуйчича. Так что, не заказ, Яна? Она пишет, заказ у вас на Ника от каких служб? ФСБ и ГРУ, конечно. Я пишу, нет, у вас заказ. Просто за деньги, возможно, да? Заказ на меня, потому что это какое-то похоже на тупое Мочилово. Это вы такие лживые комментарии раздаете. Это Соломея Витвицкая уже пишет бред. Что я рассказал, что поддерживаю народ в российскую агрессию. Окей, уверен, есть переписки со мной. Если нет, я порву вас в судах. Я прославлю вас на всю Европу. Еще раз предлагаю принести извинения, написать, что произошло недопонимание, забыть мое имя. Вы соврали, я никогда ничего ему не писал, ни в чем его не уверял, ничего у него не покупал. Вы же понимаете, что эти переписки также будут иметь юридическое значение. Вы вообще понимаете, что делаете? Вы использовали имя уважаемого человека. Я пишу, конечно, он же мне привет передавал. Расскажите, как он узнал о вас. Да ну ёпта. Фу, я пишу, да, он, полагаю, знать обо мне не знает или знает, мне все равно. Вы можете после часа этой переписки сформулировать и четко подтвердить, где, когда я с ним пересекался, как обманул и как использовал политически. Вы подготовьте ответы для суда. Предвижу следующее. Как Шари купил это видео, как он обманул Вуйчича, рассказав про российскую агрессию, как он его политически использовал. Там еще могут быть вопросы, но вижу эти. Пощелкаем семечки, 3 миллиона. Она пишет, сразу же сдает Витвицкую. Журналисты пишут свое. Ник ничего не говорил про российскую агрессию. Начнем с этого. Я пишу, нет, там четко указано, что это вы сказали. Журналистка 1+1 врать не будет. И подпись моя стоит там. О, началось. Уверен, журналистка подтвердит в суде. Соломея Витвицкая врать не станет. Она честнейший человек, как и весь ТСН. Конечно.
Я пишу, ну и супер, обожаю судиться. В Австралии еще не приходилось. Правда, впрочем, мы найдем его актив в ЕС и привяжем его к юрисдикции актива. И все из-за вас. Она мне сбрасывает ссылку на Бутусова и Цензорнет. Я пишу, мощно. Уже увидела в Гугле ваше хобби судиться. Я пишу, украинский суд и Бутусов. Прекрасно. То есть я понял, откуда она черпала информацию. Сбрасываю ей про барышню, которая мне выплачивает 150 тысяч евро. Она не верит. Сообщает какую-то чушь обо мне сбрасывает, читаю о вашем позитивном имидже и так далее. Даже не знала о вас, не смотрела ни одного ролика. Правильно, в интернете сплошная правда, отвечаю я ей. Еще Ленин говорил. А теперь поняла, вы же известный человек на полмира. Я пишу на весь мир. Ну, вот беседа переходит в такую абсолютно какой-то бредок. На вашем сайте тоже сплошная правда. Где другие источники? Я пишу, другие источники это те, кто 7 лет обо мне врали. Спокойной ночи, человек мира. Весь мир в заговоре. Поговорю о вас в Нью-Йорк Таймс, чтобы мы интервью у вас взяли. Ну, тут она попыталась меня типа испугать своими суперсвязями в Нью-Йорк Таймс. Я ей отвечаю, на чем я вертел Нью-Йорк Таймс. Она пишет, можете Нику комментарий написать. Я пишу, что поговорите с кем угодно. Мне плевать на Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Мне не плевать на клевету обо мне. Я буду решать это в судебном порядке. Он разместил клевету. Так скажите ему об этом. То есть она начинает подбивать, чтобы я пошел, написал ему что-то на какой-то стене. Я пишу, одному богу известно, сколько человек эту клевету посмотрели. Напишите свою позицию. Да, идите вы. Я пишу, мои адвокаты вам скажут мою позицию. И будут настаивать, чтобы проблема произошла из-за вас. Уж поверьте. Вы же Гуглом пользуетесь. Она Гуглом пользуется исключительно, чтобы найти информацию про Анатолия Шария. Проблема произошла из-за вас. Я пишу, мы уже это обсуждали. Вы так и не смогли внятно сформулировать претензию. Потому как Ник из Америки услышал, как его видео использовали. Я сбрасываю здесь свои рейтинги. Я люблю их сбрасывать к месту и не к месту. Я пишу, вы взяли заказ на меня. Вот. И понимаю, почему Ник вдруг озаботился мной. Вы написали ему лживое письмо, вот он и услышал. Вы использовали Ника, его мировую репутацию, доверие, да-да-да. У вас есть копия моего письма, спрашивает она. Ну, то есть она понимает уже, что суд неизбежен. И поэтому, понимаешь, она болтала, в общем-то, лишнего. Да и вообще, наверное, что совершила много лишнего. Я пишу, я не размещал его на политическую платформу. Она пишет, ФБ канал вашей партии. Я пишу, короче, без сомнения в суде будете рассказывать, какое я имею отношение к ФБ партии. Покажите письмо мое Нику. Ну, то есть, начинает играть какую-то дурочку. Могу не показывать, в суде и так хватит аргументации. Я так понимаю, у вас все. Слив Ника под 100% выигрышно, имеется в виду мною суд. Вы остаетесь с собой довольны. Он умнее оказался, на его стене этого видео нет. За это вам спасибо. Она мне сбрасывает, что типа на его стене это есть. А там звездочка. Я пишу, обратитесь к внукам, они расскажут, что такое звездочка. Это ограничение. А она мне рассказывает, что на самом деле, да, видео с ограничением для России и Украины. А я не знал, потому что я нахожусь в Европе, у меня оно не показывает. Это для 2 стран, объясняет мне она. А я тогда благодарю ее за то, что она мне объяснила. Мы сразу поменяли VPN, зафиксировали это видео на его странице. И я ей сообщаю, что заголовок «Клеветник Вуйчич выплачивает $8 миллионов украинцу», что я уже представляю такие заголовки. Это последнее наше вот общение. Она пишет, если вы уберете видео и не будете его использовать, мы уберем посты. И напишем, что все решено. Я ей отвечаю, если вы принесете публичные извинения, и я не засужу вас в суде за клевету. Она пишет, это не решение. Конечно, не решение. Решение будет в суде. Я вас не пугаю судами за манипуляцию и использование публичного человека в политических целях. Я пишу, все, с Ником свяжутся мои юристы, беседа окончена. После этого Ник Вуйчич удалился с этого сайта Cameo. Он почему-то, наверное, думает, что теперь мы не докажем, что он там был. Мы докажем, что он там был. Мы, конечно же, попросим в суде доказательств, что я что-то покупал у кого-то, что я кого-то что-то обманывал, ну, конечно, использовал в политических целях. Смотрите, если вы боитесь каких-то мировых знаменитостей или еще чего-то, просто отбрасывайте этот страх. Отбрасывайте, это мотивационное видео. Если вы видите, человек инвалид, там все такое, вы думаете, может его не трогать. Трогать!
Человек, как я понимаю, миллионер, он ездит, зарабатывает деньги. Вот эта вот женщина, его представительница, тоже специалист по зарабатыванию денег. Но когда человек начинает клеветать, добивайте. Мы потратим много денег, столько, сколько надо будет. Но мы однозначно накажем клеветника за его клевету. Пощелкаем семечки, как говорится. Это было мотивационное видео от Анатолия Шария. Я уверен, что украинские средства массовой информации с удовольствием подхватят этот высор Ника Вуйчича и начнут рассказывать. Чем больше они будут рассказывать, тем больше интерес к нашей скромной персоне. У меня все, друзья. До новых встреч. Не верьте всему, что вы видите. Обложка бывает очень обманчивой. Пока.